Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Индийская Tata Power построит два малых тяжеловодных 220-мегаваттных энергоблока Брахат Small Reactor (БСР), предназначенные для собственного пользования. Тяжеловодные реакторы под давлением как-то не вписываются в стройную картину малых АЭС. Разве на них не нарабатывают оружейный плутоний? И что означает для собственного использования? И не слишком ли громкое заявление для компании, которая никогда реакторами и атомной энергетикой в принципе-то и не занималась? Ну, действительно, новость интересная, но для того, чтобы ее понять, надо хоть что-то знать про индийскую атомную программу. Или атомно-ядерную, если условно разделить, что ядерная программа – это военная, а атомная – это энергетическая. Здесь действительно все непросто, все со своей историей. Если тема будет интересна, можно сделать, конечно, большую передачу, но явно того заслуживает. Собственные разработки Индии по атомным энергетическим реакторам, да, только тяжеловодники. Это традиция, так получилось, так повелось. Реакторов классических, так скажем, основная рабочая лошадка атомной индустрии – это все-таки реакторы с водой под давлением, или принятая у нас аббревиатура ВВР, водоводяные энергетические реакторы. Таковых в Индии ровно столько, сколько построил Росатом. Все остальное – тяжеловодники. По крайней мере, то, что нам известно. Помню, что от МАГАТЭ требовать полный объем данных по Индии невозможно. Индия не присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия, а МАГАТЭ инспектирует только те объекты, на которые национальное правительство дало разрешение. Поэтому часть атомной программы на поверку оказывается ядерной, какие-то ядерные технологии становятся атомными и наоборот. Изначально, напомню, началось это все еще, по-моему, даже в конце 50-х годов, когда канадские атомщики поставили в Индию первый реактор Канду. Канду – это Canadian Deuterium Uranium, реакторы на тяжелой воде. Да, в Канаде эта технология развивается, но вот эта попытка выйти на международный рынок и строить в других странах, результат дала просто замечательный. Тяжеловодные реакторы, так же как реакторы с графитовым замедлением, позволяют менять топливо, не останавливая реактор. Это прямой путь к наработке оружейного плутония со всеми отсюда вытекающими, что, собственно говоря, индусы и сделали. Первые испытания, 1974 год, ядерное оружие у Индии есть. Поскольку она не присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия, гарантии МАГАТЭ на эту страну не распространялись. Соответственно, никакого международного сотрудничества просто не было. То есть индийские специалисты вот в собственном соку, ни с кем не контактируя, что-то там у себя делали, никому об этом не рассказывали. Продолжалось это до середины нулевых годов, когда, видимо, какой-то план в Индии был разработан. Она заявила, что намерена построить 100 больших атомных энергоблоков и пригласила на переговоры представителей США. Что такое 100 гигаваттного класса атомных энергоблоков в долларах США, ну, наверное, представить можно. После этого весь мир узнал, что на самом деле Индия крайне мирная страна. Она собирается заниматься только атомной энергетикой. И под давлением американских специалистов, вот, видя перед глазами такую морковку, которая там, не знаю, чуть ли не в триллионы превращалась, они добились того, что у Индии теперь есть две программы. Одна энергетическая, и вот здесь есть гарантии МАГАТЭ, и вообще все в порядке, а вторая, ну, никто же по военным программам с Индией не сотрудничает, значит, все в порядке. Результат тоже известен. Планировалось, что на территории Индии будут строить реакторы от компании Westinghouse АП-1000. Были сложности с деньгами, потом возникли сложности с банкротством Вестингауза. Две небольших площадки, которые выделили для строительства американскими специалистами, так пустые и стоят. Индийская небольшая площадка – это, ну, либо 6 реакторов, либо 8 реакторов.
Вот. Поскольку Вестингаус после смены владельца на мировом рынке реакторостроения просто не заметен, не знаю, сколько времени еще все это будет пустовать. Ну, а индийские атомщики двигались по своей собственной программе с теми финансовыми проблемами, которые у них имеются, с теми проблемами в новых технологиях, которые имелись. Есть тяжеловодные реакторы, вот они с ними и стали работать для того, чтобы они не только использовались для наработки оружейного плутония, но и для выработки электроэнергии. Первая – это серия ПХВР, Бхарат Heavy Water Reactor. Первая серия была как раз мощностью 220 мегаватт, и шаг за шагом, год за годом сейчас речь идет о том, чтобы построить на территории Индии 20 реакторов ПХВР-700. То есть они уже добрались до планки в 700 мегаватт и считают, что это такой флагманский проект. То есть, когда речь идет о вот этих реакторах, об этой программе, ну, я бы даже сказал, БРЦ, Bharat Small Reactors, мощность 220 мегаватт, тяжелая вода, то есть все это знакомо государственному регулятору, он прекрасно понимает, как это лицензировать. Разумеется, то, что было реакторами второго поколения, уже более-менее приведено в современное состояние, соответствующее просто фукусимским требованиям по безопасности. Появилась стальная оболочка, ПХВР-220, ее просто не было, хватало бетона, и вполне нормально себя чувствовали, но есть требования МАГАТЭ, и раз уж мы под ними работаем, то в энергетической части давайте будем соответствовать. Для того, чтобы это больше соответствовало идеологии малых реакторов, теперь этот реактор состоит из 6 секторов, которые должны производиться на заводе, и потом воедино собираться прямо на площадке. То есть за счет того, что немножко проще с лицензированием выигрывается время, за то, что больше уровень заводской сборки выигрывается время, по идее, все это должно привести, разумеется, и к удешевлению. Отсюда и вот такая серия, 50 таких реакторов они собираются построить. Это новое направление для Индии, собственные нужды. Руководство Индии считает, что такие заводы должны заменить угольные электростанции на объектах промышленности, на крупных металлургических, химических заводах и так далее, и так далее. Звучит все хорошо. Кроме того, новая модель, тоже требующая изменения законодательства, в инвестирование в атомную энергетику допущена частная компания. Когда Максим говорил о Татра Пауэр, да, это просто энергетическая компания, у которой целый ассортимент электростанций, компания крупная, есть угольные, есть гидроэлектростанции, солнечные, ветровые, какие угодно. Если правительство говорит, что можно вложиться и в атомные, от чего бы и нет. Тут можно еще добавить, конечно, всяческие слова про декарбонизацию. Это сейчас модно. Ну, действительно, заменить уголь ураном вполне такой серьезный шаг для снижения нагрузки на окружающую среду. Ну, и возникает целый ряд регуляторных проблем, которые не очень понятно, как решать. До данного момента, вот до сегодняшнего дня, все атомные энергоблоки строились в обычном режиме для многих стран подальше от населенных пунктов, с тем, чтобы повысить уровень безопасности, обеспечить зону физической охраны и так далее. Здесь чуть ли не на заводской территории. Разумеется, у регулятора масса вопросов, разумеется, законодателям Индии над этим еще предстоит думать и думать, как бы вот это сделать. Есть еще один момент, особенности, опять же, индийского законодательства. Нормы введены после аварии на атомной электростанции Фукусима, так называемая ответственность поставщиков. Традиционный вариант, когда то или иное государство заказывает строительство атомной электростанции, той или иной компания приехала, построила, обучила операторов, убедилась в том, что они работают в соответствии со всеми инструкциями. Например, вот вариант, который предстоит в Бангладеш. 3 года будут работать наши специалисты, дублеры, подготовленные в наших ядерных вузах,
граждане Бангладеш будут просто находиться вот в резервной смене, которая будет стоять и наблюдать, как что происходит, шаг за шагом им будут доверять самостоятельной операции. Это понятно. В случае Индии, кто бы ни поставлял оборудование, он несет ответственность вместе с компанией вендором. То есть вы поставляли, я не знаю, какие-то насосы для обращения воды второго контура. Произошел какой-то ядерный инцидент, тем не менее вы будете привлечены к ответственности. Совершенно замечательное положение, которое никому не нравится. Росатом с огромным трудом, но все-таки сумел это одолеть, вот такие запросы, в связи с чем строительство атомной электростанции Куданкулама и продолжается. Да, напомню, мы в Индии строим всего-навсего одну атомную электростанцию Куданкулам. Всего 8 блоков, все по-индийски миниатюрно. При этом в последнее время появились разговоры, что площадки, которые были выделены для американских атомщиков, для пришедших по их следам французских атомщиков, ну, когда-то надо все-таки в ход пускать, что работали геологи, выбирали достаточно устойчивые площадки. Напомню, что вся территория Индии сейсмически опасна, то есть такая большая работа предварительно была проделана, и с 2008 года на площадках никто не появился, ни французы, ни американцы. Но это отдельная тема. То есть вот те требования, которые Индии каким-то образом предстоит решать на законодательном уровне, не идут инвесторы, когда вот такая ответственность. Что касается самой модели вот этих атомных электростанций для собственных нужд. Да, инвестиции со стороны частных компаний, при этом работы ведутся под контролем государственного регулятора, специалисты от государственной компании. То есть вы получаете электроэнергию, за эксплуатацию вы, слава богу, не отвечаете. Не надо обучать ваших специалистов, есть те, которых подготовило само государство. И вопрос, кто же тогда будет нести ответственность в случае каких-то инцидентов. То ли та компания, которая инвестировала, то ли та компания на территории предприятия, которое стоит вот такой малый атомный энергоблок, сказать сложно. Будем надеяться, что рано или поздно Индия сумеет прояснить вот здесь обстановку, прежде всего для самого себя, для самой себя. Ну и когда я тут пару слов уже сказал о том, что военная и гражданская атомная и ядерная программы в Индии достаточно интересно переплетены. Если такие блоки начнут работать, будет появляться облученное ядерное топливо, которое должно стать исходным сырьем для фабрикации МОКС-топлива, которое пойдет на реакторы на быстрых нейтронах. А Индия – это второе государство после России, которое в марте этого года запустило реактор на быстрых нейтронах. Тоже надо отдать должное. 6 апреля 2026 года начался пуск реактора мощностью 500 мегаватт на быстрых нейтронах. Аббревиатура ПФБР, если где-нибудь увидите. Прототип Fast Breeder Reactor. Прототип быстрого реактора Бридера. Здесь классическое исполнение, то, что планировалось в свое время в советской ядерной программе, то, что пытались реализовать у себя и американцы, и французы. Мы ушли в сторону энергетических направлений. Индия с этим не согласна. Здесь двойная загрузка активной зоны, МОКС топлива в центре, поток быстрых нейтронов идет на блочки с объединенным ураном-238, чтобы за время топливной сессии в этом уране-238 было наработано максимальное количество плутония. И вот этот реактор ПФБР под гарантиями МАГАТЭ не находится. МАГАТЭ проверяет только те площадки, на которые получает доступ от национального правительства. Здесь доступа нет. То есть, с одной стороны, новые реакторы, малые модульные, мощностью 220 мегаватт, да, это решение проблем, имеющихся у Индии в энергетической отрасли, никто не спорит, совершенно мирное направление, а вот облученное топливо будет уходить туда, куда не допускаются инспекторы МАГАТЭ. Крайне своеобразный подход.
согласимся. Ну, про индийские реакторы на быстрых нейтронах, пожалуй, в том случае, если мы с Максимом прочитаем о том, что это кому-то интересно, в комментариях, которые вы будете оставлять к этому ролику. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на наш канал в Макс, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации и исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Всем, кому тема ядерной и атомной программ Индии показалась интересна, но тяжело писать длинные комментарии, пишите в комментариях Индия, Раша, Хайп, Хайп. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.